От пациентки по симптомам постоянный насморк. В 2019 году операция по искривлению перегородки. И тонзиллит. Слева беспокоит гланда. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 48 лет, дата исследования 22 декабря 2022 года, область исследования, гортань. Исследование проведено до уровня верхней половины тела с 6, функциональных проб нет, что затруднило трактовку результатов исследования. На СРМ-СКАДА области шеи получено четкое изображение зоны исследования в аксиальной, корональной, сагитальной плоскости, использованы трехмерные реконструкции. Анатомические пространства шеи в зоне сканирования хорошо дифференцируются. Заглоточное пространство, окологлоточное пространство, передняя и задняя шейная области не изменены. Носоглотка без патологических изменений. Гортань не изменена, нижняя часть ее вне зоны сканирования, просвет ее не компримирован. Трахея без особенностей. Подъязычная кость структурна. Грушевидные синусы дифференцированы. Контуры голосовых связок четкие, ровные. Дополнительных образований в над- и подсвязочном пространстве не выявлено. Целостность хрящей гортани сохранена. Структура и размеры околоушных слюнных желез не изменены. Контуры их четкие. Сосуды шеи без видимой патологии. Увеличенные лимфатические узлы в зоне сканирования не визуализируются. Костно-деструктивных и свежих костно-травматических изменений не выявлено. КТ признаки умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. При введении контраста, очаги патологической васкуляризации и не выявлены. Заключение. КТ признаки патологии гортани в зоне сканирования не выявлены. 23 декабря 2022 года доцент кафедры К. М.Н. Котов М.А. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 48 лет, дата исследования 22 декабря 2022 года, область исследования, околоносовые пазухи. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения в зоне сканирования не выявлены. Лобные пазухи, пневматизация и сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Воздухоносные ячейки решетчатого лабиринта, пневматизация и сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Основная пазуха, правая камера аплазирована, слева пневматизация и сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Гайморовы пазухи, пневматизация и сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Полость носа, средние носовые раковины булезного строения. Слизистая оболочка нижних носовых раковин гипертрофирована. Носовая перегородка минимально S-образно искривлена. Остеомиотальные комплексы, носолобные каналы и сфеноэтмоидальные соустья с обеих сторон проходимы. Пневматизация сосцевидных отростков височных костей, с обеих сторон, сохранена. Заключение. КТ признаки вазомоторного ринита, аплазии правой камеры лобной пазухи, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация лор-врача. 23 декабря 2022 года доцент кафедры К. М.Н. Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: в целом, с околоносовыми пазухами все в порядке, каких-то признаков их воспаления нет. Есть минимальное искривление носовой перегородки и признаки вазомоторного ринита, что и может давать ощущение постоянного насморка. При исследовании гортани не вся шея вошла в зону сканирования, не были проведены функциональные пробы, это затруднило трактовку результатов. Из того, что видно, с гортанью и шеей нормально все. Каких-то признаков патологии, опухолей по данным этого КТ не выявлено. Вопросы пациентки: мне делали импланты. Не попало ли что в пазухи, или нет ли пломбировочного материала, так как насморк постоянный? Ответ К. М.Н. Котова М.А. Нет, в пазухах стоматологического материала нет. Вопрос пациентки: посмотрите, пожалуйста. От наших пришел ответ, и там пишется, что имеется углочелюстной лицевой угол слева до 6 мм. Ответ К. М.Н. Котова М.А. Нормальный размер лимфоузлов до 10 мм по короткой оси. Нормальные неизмененные лимфоузлы видны всегда. Как-то акцентироваться на них, наблюдать их в динамике нет смысла. Это нормальная часть тела.